Здравствуйте! Как мой дедушка говорил, осень – это время желчи и время накопления энергии огня. И, соответственно, питание должно быть направлено на то, чтобы накопить энергию огня и улучшить движение слизи. Так как главной целью нашей является накопить энергию огня и улучшить движение слизи, первое в правиле питания – это режим трехразовое питание. В отличие от лета, когда допускалось двухразовое, вот осенью надо 3 раза есть. И второй, не менее важный, нужно сделать ночной интервал без еды не менее 14 часов. Хочу обратить внимание, осенью очень важно время обеда, потому что осень – это время желчи и главный активный орган – печень. Поэтому время желчи – это с 12 до 3. В это время нужно обязательно обедать. Еще очень важный момент питания осенью. Вы должны пить горячую воду перед каждой едой за 2-3 минуты. Горячая – это 50-60 градусов температуры воды должна быть. Почему горячую воду? С точки зрения тибетской медицины есть понятие пищеварительного огня. Если мы пьем холодную воду до еды, то мы гасим пищеварительный огонь. Тем самым потом, когда мы едим, еда не дает нам энергию, которую мы хотим получить от еды. Наоборот, после еды нас может даже расслабить и клонит ко сну. А если вы выпьете горячую воду, вы разжигаете пищеварительный огонь, и после этого, если вы едите, еда дает больше энергии. Вы можете провести над собой эксперимент. Выпейте холодную воду перед едой, потом поешьте. И выпейте горячую воду перед едой. И тоже попробуйте поесть. Как вы себя будете чувствовать после еды? Что нельзя есть осенью? Так как осень – время желчи, нельзя есть острую еду и жирную еду. И очень важно здесь понять, когда нельзя эту еду есть. Вечером. Вечер – это после 5 часов вечера уже нельзя такую еду есть. Людям конституции желчи вообще осенью от такой еды нужно отказаться. Днем за обедом можно немного добавить еду специй. Имбирь, кардамон, корица, карри, куркуму, черный перец, так как эти специи добавляют энергии огня. В предыдущих роликах очень много было вопросов о том, что эти специи плохо влияют на людей с гастритом. Вы должны понимать, что гастриты бывают разные. Гастрит бывает атрофический, гастрит бывает эрозивный, гастриты бывают повышенной кислотностью, пониженной кислотностью и так далее. При эрозивном гастрите, конечно, нельзя употреблять специи. При гастрите с повышенной кислотностью тоже нельзя употреблять специи. Но при атрофическом гастрите, наоборот, эти специи помогут разжечь пищеварительный огонь, и гастрит можно вылечить даже изменением питания. Что нужно добавить в свой рацион осенью? Здесь, конечно, у нас будет множество выбора продуктов, потому что осень – это время желчи, и можно много разных продуктов и вкусностей. Все молочные, кисломолочные продукты осенью можно, то, конечно, с ограничением по времени. После 5 вечера нельзя. Осенью можно есть понемногу слизеобразующие продукты, к ним относятся глютен, сладости и то, что я уже говорил, кисломолочный, молочный. Да? И так как я уже ранее говорил, что нужно соблюдать трехразовое питание, поэтому осенью все молочные, кисломолочные продукты и все продукты, содержащие глютен, лучше есть за завтраком. Каши, яйца, творог, бутерброды с сыром, с маслом, с топленым маслом. Все это можно утром за завтраком. За обедом осенью лучше всего есть какой-нибудь белок, мясо, рыбу с овощами. Петрушку, кинзу, укроп, базилик, руккола и так далее. В зелени больше клетчатки. Ну и, конечно, вы можете капусту, цветную, брокколи, ну и огурцы, помидоры тоже. Все осенние фрукты и овощи можно есть осенью. Но только их нужно есть правильно. Не смешивать с едой основной, либо до еды за 20-30 минут, либо после еды через 20-30 минут, но не после ужина. Перед сном фрукты не нужно есть. А за ужином осенью можно есть овощи. Овощи лучше термически обработанные. Вареные, тушеные, на пару, на гриле приготовленные.
добавьте туда масло оливковое или льняное, кунжутное. Можете даже добавить немного орехов. И всегда в питании соблюдайте 3 правила. Самые важные. Первый – это режим. Второй – это перед каждой едой пейте горячую воду. И третий – это ночной интервал без еды. Если будете эти правила соблюдать, но в каком-то аспекте питания делать нарушения, то все будет все равно хорошо. Будьте здоровы! Если вам интересны правила питания с точки зрения тибетской медицины, вы более подробную информацию можете найти в моем онлайн-курсе «Практика здоровья». Перейдите по QR-коду или по ссылке в описании к этому ролику.